уж это Каппадокия. Мы были там 2 раза, но каждый раз погода говорила свое категорическое фи, и воздушные шары так и не взлетали. Но в этот раз они должны были полететь. Летний сезон плюс фестиваль воздушных шаров, куда слетаются люди со всего мира. Ну то есть совсем нет препятствий для полета. Короче, мы снова пакуем наши вещи и вдвоем едем на романтический уикенд и свидание с шарами. Ну, или не вдвоем. Эй, стой! Ну, в общем, да, мы снова вчетвером. Этих ребят я представлять не буду, вы их и так по прошлым выпускам знаете. И впереди у нас дорога на Каппадокию. 2 дня погони за шарами. Вкусняшки на ляжки. И полное отсутствие сна. Погнали! Итак, любой уважающий себя турист должен сделать в Каппадокии несколько вещей. Номер 1 – охренеть от пейзажа на въезде. Кажется, ребята с этим прекрасно справляются. Номер 2 – встретить красивейший закат на одной из смотровых площадок и смотреть, как розовое цунами заливает долину. Кстати, практически все смотровые площадки вечерами облеплены толпами таких же любителей закатных историй. Но мы нашли парочку локаций, оставим их в комментариях под видео. Они не самые легкодоступные, но там людей практически нет. А сейчас мы прервемся на рум-тур и продолжим список необходимых дел в Каппадокии. И вот так включается у нас свет в нашем номере в отеле Юсуф Бэй, который нам предлагает вот такой замечательный, уютный номер с огромной кроватью, где мы будем сегодня спать без задних ног, со всеми необходимыми ванными принадлежностями. И даже хочу отметить, что тут очень классные тапки. Вот вы смеетесь, а знаете, в некоторые отели приезжаешь, и там тапки, ну, из категории 2 тряпочки сшили, и вот как-то ходи в этом. Вот здесь прям хорошие, надежные тапки, прям есть желание забрать их с собой. Дальше. У нас здесь кофейный, чайный набор, все включено в стоимость. У нас вид из окна во двор и на темноту, там ничего интересного. Здесь также есть косметический столик и зеркало в виде долины грибов, куда мы, наверное, завтра обязательно поедем. Холодильник, телевизор, шкаф и ванная комната в виде душевой, хорошо отремонтирован, такой всей чистой, свежей, короче, новая прям косметика здесь сделана. И вот ательеры нам заботливо предлагают вот такую вот историю в виде кондиционера. Как вы понимаете, с моими волосами кондиционер никогда не лишний. И в виде шампуней. Вот смотрите, какие мимимишные упаковочки, которые забрендированы прямо под Каппадокию. Короче, 10 баллов на букинге мы этому отелю обязательно поставим. А сейчас мы идем кушать и ложиться спать, потому что завтра нас ожидают шары. Спокойной ночи. Вы знаете, когда проводишь много времени вместе, то мысли начинают синхронизироваться. Как-то не сговариваясь, мы все оделись в одну цветовую гамму и вот так пошли на ужин. И это значит, что мы переходим к номеру 3 из обязательных активностей. Поесть фирменное блюдо Каппадокии – тейсти-кебаб. Это мясо, говядина, баранина или курица с овощами, приготовленное, а вернее томленное в закрытом глиняном горшочке. У этого блюда есть фирменная подача, его подают в огне. Горит подушка из соли на подносе, на котором несут ваш горшочек. Затем горшочек разбивают специальным молотком и вуаля! Кушаешь идеальное сочное мясо, которое разваливается во рту на тончайшие волокна.
Следующий в списке дел в Каппадокии, да, ранний подъем. Все из-за шаров, которые поднимаются в воздух именно на рассвете. И наше первое утро мы решили не просто встречать рассвет на террасе отеля или одной из смотровых площадок. Мы решили найти место взлета шаров и смотреть на это прямо снизу. Мы вышли из отеля ровно в 4 утра. В городе уже движуха. Пикапы с прицепленными корзинами, микроавтобусы, машины. Все ездят туда-сюда. Мы уцепились за одним пикапом, который явно ехал на место взлета. Гнал он так, что мы его чуть не упустили. В какой-то момент он съехал с трассы и поехал по узкой дороге вообще в непонятном направлении. Спустя 10 минут абсолютно бессистемного маршрута пикап съехал с дороги прямо в поле. Мы, честно говоря, понятия не имели, туда ли мы приехали, где остальные экипажи с корзинами, почему некоторые пикапы, которые нам встречались на пути, ехали вообще в другую сторону. А еще мы обнаруживаем, что у нас перегорела одна фара, и все, что нам остается сейчас делать, это стоять на аварийке в полной темноте и ждать, какого-то сигнала, знака. Последнее, что хочется делать в такую рань после 2 часов сна, это караулить шары. Постепенно поле, рядом с которым мы стояли, стало наполняться светом фар от автомобилей. А совсем рядом с нами встал один экипаж, у которого Стас Юрьевич выяснил кое-какую важную информацию. Честно говоря, происходит какой-то хаос, потому что люди, машины с корзинами ездят туда-сюда, встают на какие-то локации, потом разворачиваются, уезжают обратно. В общем, мы ничего не понимаем. Встали рядом с каким-то полем, здесь много машин. Что там? Сегодня полетит 150 шаров, Так. а потом еще 50. И Туристов везут. заранее у них нет мест. Кто приехал, занял, тот оттуда и стартует. Нормально. Поэтому и вот такой здесь хаос, поэтому они ездят как попало. Это нейтральная новость, но есть, возможно, плохая, что сегодня ветрено. И, возможно, они не полетят. Да ты издеваешься надо Но это мной. он зажигал зажигалку, рядом ребята просто поднимают пыль и смотрят, что сильный ветер. Ох. Но экипажи продолжали приезжать и уже начали раскладывать корзины и шары. Значит, они точно полетят. В какой-то момент мы обнаружили, что вокруг нас под вот такой вот звук надуваются десятки шаров. Вот что мы совсем не ожидали, так это то, что они будут вот прям так вплотную друг к другу. А потом включаются огоньки. То ощущение, которое ты испытываешь, находясь там, это круче и радостнее, чем на Новый год наряжать елку под бокал шампанского. Тут как бы тоже шарики светятся, но они гигантские, размером, не знаю, наверное, с 5-этажный дом. И если новогоднее настроение уже не торкает вашу взрослую личность, то тут вас точно накроет теми самыми детскими эмоциями. Один за другим шары распрямляются, в корзины как попало набиваются туристы, и до взлета остаются считанные минуты. В какой-то момент поле превращается в одну сплошную фотозону, куда ни посмотри, красиво абсолютно везде. Вот, например, молодожены фоткаются на фоне шаров и нашей машины. И вот в этой суете ты просто не успеваешь сообразить, как первая корзина оторвалась от земли и плавно поплыла вверх, а за ней следующая. И вот уже целая гирлянда в воздухе прямо над тобой бесшумно уплывает в сторону Гериме.
Вот зачем тут такие плотные шторы. Чтоб не пропускать дневной свет, чтобы мы могли выспаться после шариков. А теперь досыпать оставшиеся часа 4. А лучше 10. Спокойной дня. Чем еще заняться в Каппадокии, если вы усилием воли таки отодрали себя с кровати после бессонной ночи? Мы рекомендуем съездить в соседний, очень ухоженный город Гончаров. Всем доброе утро, а точнее день. Мы не выспались. Хотелось бы сказать, что мы выспались, но мы не выспались. И более того, завтра нам предстоит такая же бессонная ночь. Я не знаю, как мы простоим на ногах все это время, как мы выдержим. Но выхода у нас нету. А мы приехали в городок под названием Аванас. Это город гончаров. Здесь через буквально один магазин гончарные лавки с очень красивыми изделиями. Если вы не фанат такого, то заглянуть стоит, потому что тарелочка вручную расписанная, привезенная отсюда, точно вызовет лайк у вашей бабушки. Еще в Аванасе прикольная ухоженная набережная с толстыми утками, уютные магазины и стильные кафе на каждом углу. И да, самостоятельным путешественникам на машине его вполне можно рассматривать для размещения. Ведь он от Гюреме, центра всей каппадокийской движухи, всего в 10 километрах. А еще тут есть музей волос. Мы про него снимали где-то год назад. Ссылочку на тот ролик прикрепим в описании. Так, слушайте, как-то день приобретает новые краски. Мы зашли на дегустацию вина. Я продержусь до вечера. Еще один пункт в списке обязательных дел в Каппадокии – посещение всевозможных долин, ущелий, подземных и надземных пещер и замков. В целом, если открыть карту, то Каппадокия – это одна сплошная долина чего-нибудь. Вот прям выбирай ближайшую и топай туда. Мы в этот уикенд проехались по 3 топовым местам. Первое и самое популярное – это долина любви с ее узнаваемыми пейзажами. Далее замок Учхисар. На нем, кстати, открыли смотровую площадку, за вход и подъем на которой придется отвалить 50 лир. Хотя можно хакнуть систему и погулять у подножья. Вид будет тот же самый, ведь весь комплекс стоит на высокой горе. А рядом с Учхисаром примостилась долина голубей. Это такое ущелье, где тусят пернат. Им там люди еще с древних времен настроили голубятин и собирали их помет, который шел на удобрение для виноградников. Да, вкуснейшая каппадокийская винишка растет и дает плоды отчасти благодаря стараниям голубей. Ну и шлифануть развлекательную программу можно поездкой на квадроциклах или лошадях где-нибудь в районе Розовой долины. Короче, у нас друзья решили конный тур себе взять. И так уж получилось, что они вдвоем. Я их предупреждала, что 2 часа это больно для задницы. Сейчас спросим их впечатления. Кирилл, как ваша жопа? Отлично вообще. Вы зря нас отговаривали. Я получаю колоссальное удовольствие. У Кирилла, значит, мягкая попа, а не костлявая. Сейчас мы спросим у костлявой попы. Наташа, только честно, как твоя попа? Я бы сказала честно, но это будет не для видео. Вообще отлично. Но я очень рекомендую всем женщинам. Реально рекомендую. Это круто. Все, здесь можно получить точно. Поехали. Ах, вот оно что.
Вот такой вот набор активностей на день, чтобы умотаться в хлам и рухнуть без сил в кровать, так как завтра все это предстоит повторить. Доброе утро. Так себе, но доброе. Мой энтузиазм в 4 утра очень сильно ослаблен. Я надеюсь, оно того стоит. Итак, второй день погони за шарами. Накануне мы изучили местность и нашли одну гору, через которую, по нашим прогнозам, должны лететь шары. Правда, заграждения в виде лежащих кирпичей, а затем и столбиков явно указывали, что туда нельзя на машине. Но мы втиснулись, тихонечко проехали вдоль крутого обрыва, припарковались и стали ждать. А вчера первые шары взлетели в 5 утра. Наша задача не коченеть до этого времени. Есть ощущение, что мы нашли просто топовое место, потому что все шары, вот они прямо перед нами в долине, и они все полетят просто через нас. На самом деле очень холодно, просто писец как холодно. Еще и мы на горе. Там-то хотя бы внизу, там поддувает от этих шариков, и там тепло. Можно подойти погреться, а здесь нечем греться. Все, понеслась. Что делают два человека, когда там вокруг летают шары? Конечно же, снимают рилсы с палатки. Это топчик, локация. Вот топчик. Только ради этой локации надо посмотреть это видео, чтобы сюда приехать. Ребята, я не могу, они просто вот, они над нами летят. О, смотрите, какой огромный. Будем махать, орать. Ответил лаковка. Кайф. Короче, ребят, шары пролетают очень-очень быстро. То есть у вас буквально от старта, ну, минут 5-10, не больше, вот для того, чтобы сделать классные фотки. И вот мы по парам разделены, мы успеваем и друг друга фотографировать, и себя, и по парам. Короче, всяко-всяко-всяко. Но мы к этому со вчерашнего дня были готовы, потому что это быстро очень происходит. И вот они уже переваливают через вот эту локацию и уже в город летят. Это полный восторг, потому что все то, что вы и мы видели до этого в интернете, даже на 0,1% не отражает весь тот спектр эмоций, который вы можете получить, находясь здесь, находясь вот там в поле, когда эти шары встают. Не жалейте времени, денег, сна, к черту сон вообще. Можно не спать, нужно не спать ради такого. Потом отоспитесь, потому что вот это, ну, это отвал башки, это очень круто. Слушайте, время 6 утра. А у нас вторая партия шаров полетела. Но это, конечно, не так красиво выглядит, как прямо на закате, потому что вот оно солнце, оно прямо слепит нас. Так, короче, ребят, все довольны фотоконтентом? Очень, это было круто. Кто-то выломал стол. Кто-то выломал стол. Так хотел. Его просто спилили как будто. Короче, место, куда мы проезжали, там был столб, но можно было протиснуться. В общем, сейчас столба нету, можно проезжать спокойно. Кто-то, кому-то очень надо было, его спилили. Короче, мы сейчас едем смотреть на фестивальные шары. Они всяких разных причудливых форм. Мы их в один день пропустили со Стасом Юрьевичем, потому что спали. Вот, и сейчас мы едем на фотоохоту уже за ними. А шары-то не перестают летать, плавать. Как они правильно двигаются? Как это правильно называется? Парить. Плыть, плавать. Напишите в комментариях, как это, а то опять срач начнется, что не знаете, как это правильно называется. Вот.
Напишите, будем знать. Вот. Все, фестивальные шары. Хочу, чтобы жаба полетела. Красивая жаба. Обычно в конце я говорю что-то хорошее про место, о котором мы снимаем. Но кажется, что именно в этом видео выводы лишние. За нас говорят наши круглые глаза и улыбки на лицах, несмотря на отсутствие сна. I don't want